Мое почтение всем аквариумистам. Тема сегодняшняя. Чем может помочь нейросеть аквариумистам? Конкретно, чат-бот GPT Qwen 2.5+. Народ, это не реклама, боже упаси. Именно таким я пользуюсь, бесплатный и без VPN. Я думаю, может помочь с дизайном аквариума. Там можно создать рисунки и потом самому пытаться как-то склеить все в одну кучку. То бишь сделать набросок, дизайн своего будущего аквариума. Или нарисовать готовый аквариум с корягами, камнями и растениями. Дизайн аквариума сгенерирует нейросеть. Хорошо говорит шельмец. Мне бы так. Дядька вас поприветствовал, но и от меня вам тоже привет всем аквариумистам. Может быть, звук прыгнет в этот момент, так что извиняюсь. Вроде при монтаже звук нормально идет, а когда выкладываешь, прыгает немного. Так что заранее извиняюсь я за некачественный звук иногда. Ну и щелчки, которые вы слышите при воспроизведении, так надо. Еще раз говорю, ребята, не реклама, просто бесплатная. И без VPN работает. Я даже старый разобрался с ним быстро. Так, ну а почему дизайн? Народ же весь увлечен повально сейчас акваскейпингом. Ну и я лично на своем примере буду говорить, конечно, не на вашем. Я, если честно сказать, пытаюсь слепить какую-то картинку. Я не вижу картину целиком. Ну а в этом случае уже нейросеть генерирует картинку. Она генерирует аквариум уже готовый. И она же генерирует уже и дизайн аквариума. Я много картинок сделал. В принципе, дизайн неплохой у нейросети. Ну вот, как пример, вот эта картина. Там можно как генерировать цветное, так и карандашом можно заказать рисунок. Ну вот конкретно на этой картинке, ну, может такой дизайн собрать любой недорого. Здесь что у нас, булыжник, ну и коряги, уже кто как где найдет, но вот примерно вот такой рисунок. Ну и расположение растений вы уже сами видите. Вот этот другой рисунок. Здесь также используется булыжник, с которым, в принципе, проблем нету. И здесь уже видно, как можно камни расположить, чтобы они более-менее хорошо смотрелись у вас в аквариуме. То есть вы уже можете, как говорится, срисовать. А срисовать в том-то и дело не у кого-то, а эта сгенерированная картинка будет лично ваша. Ни у кого такого не будет. Ну, а это вот есть у него косяк такой, когда он за место аквариума генерирует вот такие картинки, ну, это видно, он буксует или шутит, или не знаю зачем, но вот такие картинки он выкладывает за место того, что заказал. Смотрим эту картинку, не обращайте внимания на оляпистость. И иногда, когда заказываешь что-то рисунок, надо четко прописывать, что надо. Но здесь есть растения красные. Я здесь просто добавил, что аквариум должен быть в цвете. Ну, в смысле, после карандашных рисунков. Ну, вот он мне тут цветов и понарисовал, да. Но здесь мы не будем обращать внимание, мы просто обратим внимание на дизайн аквариума. Сам цветочки мы не видим, как говорится. Но все равно здесь некоторые растения в правой стороне расположены, мы уже тут можем определиться. Также по верхним растениям тоже можем определиться. Как мы камни положим и какие камни положим, мы тоже можем определиться. В общем, рисунок уже ясен, понятен. А то, как говорится, дело за вами и достать материал, коряги, камни. Есть коряги уже, конечно, посложнее, пофигуристее, но это уже цена вопроса. В деньгах. Ну. Это тоже аквариум финдибёберный, он сложноватый, конечно. Но заметьте, во всех аквариумах нейросеть генерирует хороший слой грунта, ребята, хороший слой грунта. Наши аквариумисты зачастую этому мало внимания придают.
Но это, так назовем, более сложная композиция. На растения, пожалуйста, не обращайте внимания, но все равно кое-что можно оставить, допустим, уже видно, что куда посадить. Где-то вверху, допустим, или внизу что-то. Здесь также не обращайте внимания на рисунок, обращайте внимание на дизайн аквариума. В общем-то, дизайн подходящий, я считаю. Если убрать растения и собрать вот этот материал, который здесь применен, очень неплохо. Классическая вроде бы угловая композиция, вроде так она называется. Эта картинка, опять же, с корягами уже какими-то модными, но заметьте, здесь применяется булыжник уже, а нам это проще найти где-то на реке, ну или, грубо говоря, в карьере в каком-нибудь. Вот как пример этого дизайна аквариума, если вы собираетесь какой-то запускать. Здесь длинность стебелька, задний план, анубиусы, передние и боковые планы. Ну, в общем, вот вы уже видите, как можно растения располагать и какие растения вам понадобятся вот именно для такой планировки и дизайна аквариума. Я считаю, это неплохо. Вы уже будете знать, что вам надо. Эти тут два рисунка я попросил сгенерировать просто аквариум с корягами и с камнями, без растений. Ну, что получилось, то получилось, но все равно как вариант подходящий. Ну, а этот аквариум лишь бы дно аквариума выдержало. Надо ли так делать, не знаю, но может быть и имеет место быть. А вот с рыбами я маху дал, написал, неоны голубые должны быть. Вот они какие у меня неоны получились. А вот на этом фотографии я хочу остановиться особенно. Потому что если делать вот такой дизайн аквариума, здесь вам и материала немного понадобится, и аквариум не нужен большой. Здесь все просто, но красиво, я считаю, да. Я когда генерировал этот рисунок, я дал задание сгенерировать аквариум с анубиасами. Здесь вот что мы видим, какие растения, размер растений, как их располагать, в принципе, все хорошо. Вы ясно видите, что вам надо, ну, грунт, камни, вот коряга лежит, слева ревии один камень еще лежит. В общем, дизайн вам уже понятен, и материал какой надо, понятно будет. Я считаю, вот этот сгенерированный дизайн очень неплохой, хороший. И вот как я уже вижу эту картинку, слева можно посадить какие-то длинные растения. Даже не длинную стебельку, а что-то там апогенетон, что-то там длинное растение листовое можно посадить. А вот правая сторона, там можно вот за этими корягами и камнями положить мешочки с грунтом питательным каким-то и высадить там, вот как здесь нарисовано, красное растение. Там вот я прям вот смотрю, там близко к свету, красные растения будут хорошо краснеть. Можно питательный грунт под ними, как говорил, в мешочках положить. Ну вот смысл такой, допустим, и цветовая какая гамма, сами видите. Считаю, вот такой аквариум небольшой, и вот и можно сделать очень неплохо именно вот дизайн аквариума. И придумывать не надо ничего, он вам нарисовал, а вы смотрите, нравится вам или не нравится. Также на генерированном видео, которое он делает, здесь тоже мы видим дизайн аквариума. И густой, конечно, здесь уже финдибеберно, но видно расположение растений. Там, к примеру, как коряга у вас будет лежать, какой камень, булыжник вот опять же лежит и неплохо смотрится. И как располагать нам растения уже. Ну, считаю, вот именно нейросеть как помощник аквариумисту, именно для дизайна аквариума. Считаю очень полезно, и можно этим делом воспользоваться. Тут вы, как говорю, уже не копируете какой-то аквариум, а видите уже целиком, видите, какой вам материал нужен,
Сможете ли подороже, подешевле, это уже от ваших финансов зависит. Можете хорошее заказать. Берем дорогое дерево и хороший камень. Нету, вот есть варианты булыжника, неплохо смотрятся. И также коряги, которые можно найти в природе. Конечно, мы знаем все, как надо обрабатывать их, кипятить, туда и сюда. Ну, допустим, в реке это уже будет вымоченная коряга. Ее только немного прокипятить, обработать, и все, и она в аквариум пойдет. Ну, вот такой ролик получился, как говорится. Там в дальнейшем будут выложены другие ролики на моем канале. Там, опять же, озвучка будет не моя. Но эти там 3 ролика сделаны, они до марта будут выкладываться, как говорится, искусственным голосом. А я буду выкладывать, уже если какая-то идея меня осенит, буду выкладывать своим голосом. Ну, народ, всем удачи, добра, мира. Спасибо за просмотр.